Всем доброй ночи, друзья мои. Вот сегодня есть силы и решила продолжить серию ритуалов, которые собиралась, намерена была снять на днях. Вот, собственно говоря, нашла время. Я вам говорила и повторяюсь, что денежных ритуалов много не бывает, поскольку денежная энергия – самая капризная энергия в мироздании и требует обновления. Иногда кому-то подходит один ритуал, кому-то подходит второй. Но вы знаете, что я вам скажу? Как оружия много не бывает у страны для своей защиты, так и ритуалов много у человека не бывает. Чем больше этих ритуалов, тем больше выбор, тем больше вероятности, что один из них обязательно подойдет, а иногда и все. Именно поэтому большое количество работ для того, чтобы у каждого человека был свой любимый ритуал. Вообще у каждого человека действительно свой любимый ритуал, и время показывает, что есть особые ритуалы, которыми дорожат люди. Вот они их чаще всего проводят и чаще всего получают результаты. Есть более сложные, есть более легкие в исполнении, но я вам хочу сказать, что это зависит от того, насколько ваша энергия совпадет с энергией ритуала. Может быть очень сильный, сложный ритуал, и у кого-то не получится, а простой шепоток будет получаться всегда. А может быть, обычный шепоток и заговор не получается, но сложный ритуал у человека получается мгновенно практически. Итак, 9 фартовых монет. Если цифру 9 перевернуть, получается 6. 6, 9, как правило, это издревле считалось силой денег, фартовой силой. Про фортуну говорить не будем, поскольку вы ее знаете, она ваша любимица, покровительница, и о ней очень много снято, сказано, много ритуалов, много работ касаемо фортуны, ее помощи человечеству. В древние времена очень было принято в каждом городе, практически при входе в город, алтари фортуны. Фортуна покровительствовала не только богатым людям, вообще богатству, она еще покровительствовала скотоводству, земледелию и так далее. И настолько был ее культ популярен, что все народы взаимствовали друг у друга, даже те, которые были завоеваны римлянами, с большим уважением относились к римской богине, греко-римской богине, собственно говоря, Фортуне. Итак, у греков она называлась Тихая, Тихая, да, у римлян Фортуна, у испанских племен Фелиция, счастливая, готы и кельты, вандалы, в общем, народы севера, они соединили ее с Кабондией, со своей богиней удачи. У нас есть ритуал Северная Кабондия, точнее Габондия, Северная Фортуна, тоже не менее сильная. Культ фортуны был настолько силен, что даже христианские правители на обратной стороне монеты ее чеканили. Хочу вам сказать, что все известные завоеватели, такие как Македонский, Тигран Великий, у них, как правило, напротив, то есть на обороте их монеты, где их бюст запечатлен, и, естественно, статуя Фортуны, богини удачи, той самой, которая одаривала. Самое интересное, в письме Хюррем султану Сулейману сказано: «Мой любимец Фортуны». К исламскому халифу, правителю исламского мира, она обращается как любимец Фортуны. То есть вот ее культ был очень распространен. И действительно, если человек становится любимцем Фортуны, если Фортуна благоволит к человеку, если Фортуне нравится человек, то она начинает помогать. Люди, которые легкомысленно к ней относятся, либо пару раз делали ритуалы и решили бегать туда-сюда, думая, что, это все, знаете, за 5 минут не разбогатели, значит, все, они навсегда лишаются помощи Фортуны. Не каждый достоин ее помощи, я вам хочу сказать, не каждый.
только тот, который действительно зрелый душой и подходит правильно к культу этой великой богини, потому как ее почему-то считают такой легкомысленной силой, это изображает такой, знаете, легкомысленной, легко одетой девушкой, как бы непринужденной, иногда вообще обнаженной, но при этом не задумывать, что она есть сама судьба. И как она повернется к вам, так, собственно говоря, и будет. Так вот, я вам желаю быть любимицами фортуны или любимчиками фортуны. И тогда считайте, что ваша жизнь удалась, и жизнь ваших детей в том числе. Это все, вот эта красота, которую вы перед собой видите, это все на самом деле для, как бы, как творчество, да, для творческого алтаря, для почитания ее и уважения к силам и к вам в том числе. Нужны ли атрибуты магии? Конечно, нужны. Они такие же культы почитания, как и во всех религиях. У религий, у культов, у древних определенных, скажем, направлений всегда были атрибуты, священные предметы, храмы, алтари. Это неотъемлемая часть поклонения. Поэтому нужно ли это? Безусловно, нужно, и она накопится у вас в течение нескольких лет, и вы сами не заметите, как она накопится. Вы создаете определенное место силы в своем доме. Но в данном ритуале вам всего лишь нужно будет красный или такой бордовый мешочек и 9 одинаковых монет. То есть монет одинакового качества, одинакового эквивалента денег. И я вас научу, как, читая каждый день 9 раз этот заговор, если вы занимаетесь продажей, обязательно у вас будет очень много звонков и клиентов. Если вы занимаетесь своим бизнесом, опять же будут. То есть расширяется клиентская база. Если вы работаете на ставку, у вас будут подработки, у вас будут дополнительные, значит, заработки и так далее. То есть постоянно у вас будут деньги появляться. Только нужно каждый день это делать. Нет, ну, в принципе, можно через день, можно как угодно, но желательно каждый день. Это те ритуалы, которые приносят каждодневный доход. И если часто это делать, естественно, вы усилите свою связь с силой денежной и, конечно же, быстрее будет работать, срабатывать и помогать. Итак, я вам сейчас покажу, как это все нужно делать, как произносить, как читать, что читать и каким образом. Начнем. Итак, дорогие друзья, каждый день, значит, первый день вот так читайте, как положено первый раз. Но потом каждый день высыпайте с этого мешка эти денежки, монеты. И 9 раз читайте этот заговор, кидая монету в мешочек по очереди. Итак, 9 раз и храните где-нибудь. Можно где рабочий стол. То есть желательно там, откуда ваши деньги приходят, источник ваших денег. Я надеюсь, поняли. Итак, но держать нужно в руках. Давайте я буду держать в руках и читать. Значит, вот одну монету взяли. Как правило, можно положить на вторую ладонь, читать, а потом кинуть туда. Это не имеет такого значения. Главное прочитать правильно и 9 раз. Итак, читаем. И здесь уже, естественно, есть ключи, как во всех других ритуалах. Они сильны, они с ключами и прочее. Но самое главное в этом ритуале, да и во всех денежных ритуалах, когда вы повторяете, создавая этот маленький фильм, можно сказать, визуализируя ту самую богатую жизнь, которую вы призываете и хотите. Начнем. Мне фортуна матушка 9 фартовых монет подарила. И с этими монетами меня фартом одарила. Приказала быть богатой, сытно жить, сладко жить. Извиняюсь,
Еще раз начнем. Устала я. Мне же в глазах двоится. Мне фортуна матушка 9 фартовых монет подарила. С этими монетами меня фартом одарила. Приказала быть богатой, сытно есть, сладко жить, в золоте, в мехах ходить, деньга к деньгам, да все ко мне, так и живу. Деньги беру весь свой век. Кто звезды считал, да не сосчитал, так и моих денег не сосчитать. Врагам моим на паперти быть, а мне свой век в богатстве жить. И богатству моему в сундуках моих в заперти быть. Духи богатства хитрые да ловкие. Со мной богатством поделитесь, дорогу к славу покажите. О, фортуна матушка, дай мне столько денег, чтобы тратить и тратить. А еще бы осталось, и внукам, правнукам моим бы досталось. Ключ, замок, язык. Заклято. И знаете, что здесь еще интересно? Во-первых, закрываете свои деньги от других, чтобы они не утекали. Вот один из ключей, да, заперти быть моим деньгам. Следующее. Когда вы обращаетесь к духам богатства, хитрым и ловким, эти духи, дорогие друзья, просто лежать на диване и читать заговоры вам не помогут. Вы должны, естественно, шевелиться, что-то делать. Здесь главное, чтобы ваши старания увенчались успехом и удачей, благословением богов. Но хочу вам сказать, чем хороши денежные ритуалы? Тем, что они не только просто деньги дают, они идеи дают. Они приводят нужных людей. То есть вы хотите заработать, вы просите, чтобы вам помогли зарабатывать, правильно? И они приводят тех людей в вашу жизнь, которые вам помогут и заработать, и идеи дадут, и возможно. То есть они открывают возможности человеку, такие удачные моменты, чтобы человек мог действительно богатеть, как он и просил. Вот в чем дело. Еще раз читаем. Да, вот это вот кидайте. Вот один раз прочитали. Я 2 раза, наверное, прочитала, или 3, потому что времени у меня нет. Но вам нужно читать 9 раз. И каждый день вытаскивайте эти монеты, читайте по новой, кидая внутрь, и прячьте. И на весь день у вас и товар будут брать, и вообще постоянно будет такой вот энергообмен денег. Мне фортуна матушка 9 фартовых монет подарила. С этими монетами меня фартом одарила. Приказала быть богатой. Сытно есть, сладко жить. В золоте, в мехах ходить. Деньга к деньгам, да все ко мне. Так и живу. Деньги беру весь свой век. Кто звезды считал, да не сосчитал, так и моих денег не сосчитать. Врагам моим на паперти быть, а мне свой век в богатстве жить. И богатству моему в сундуках моих в заперти быть. Духи богатства хитрые да ловкие. Со мной богатством поделитесь. Дорогу к славу покажите. О, фортуна матушка, дай мне столько денег, чтобы тратить и тратить. А еще бы осталось, и внукам, и правнукам моим бы досталось. Ключ, замок, язык. Заклято. Кидайте сюда. Для этого, еще раз напоминаю, алтарь не нужен. Можете это носить с собой, читать. На работе читать, где угодно. Еще раз. Мне фортуна матушка 9 фартовых монет подарила. И этими монетами меня фартом одарила. Приказала быть богатой, сытно есть, сладко жить, в золоте, в мехах ходить. Деньга к деньгам, да все ко мне, так и живу. Деньги беру весь свой век. Кто звезды считал, да не сосчитал, так и моих денег не сосчитать. Врагам моим на паперти быть, а мне свой век в богатстве жить. И богатству моему в сундуках моих заперти быть. Духи богатства хитрые да ловкие. Со мной богатством поделитесь, дорогу к славу покажите. О, фортуна матушка, дай мне столько денег, чтобы тратить и тратить, и еще бы осталось, и внукам, и правнукам моим бы досталось. Ключ, замок, язык. Заклято. И так далее. 9 раз.
Друзья мои, все эти работы, то, что мы делаем, да, мы иногда забываем уже, что читали, что говорили. Проходит некоторое время, и мы начинаем понимать, что вот тогда что-то там такое сделали, реально сработало и работает. Все то, что вы делаете, защиты себе от сглаза, чистки, заговоры на деньги, они все работают, все у вас. Вот все эти работы вместе, совокупности создают ту самую жизнь, в которой вы живете. В спокойствии, в достатке, строите дома, покупаете дома, машины и так далее, и так далее. Вот все это все никуда не уходит. Это все в свое время работает. Что-то быстрее, что-то чуть позже. Уже забыли, а оно сработало. Она вас охраняет, оно вам помогает со всех сторон, понимаете? Вы меняете энергию своей жизни с отрицательного на положительное. И ваши родные, ваша семья, близкие точно так же начинают хорошо жить, потому что по крови, вот по крови идет эта информация удачи. Так что ваше благополучие – это благополучие ваших родных, близких, тем более ваших детей. Не ленитесь. Просите и получайте. Всем удачи!